Доброе утро, друзья! Сегодня у меня для вас Уфа, столица российского региона Башкортостана. Город известный тем, что с 1993 года здесь не было массовых закупок новых трамвайных вагонов, при том, что в городе есть трамвайно-троллейбусный завод. Примерно с тех же лет здесь не проводились капитальные ремонты трамвайных путей, в чем вы сегодня, я думаю, убедитесь. Также я познакомлю вас с троллейбусами, автобусами и другим городским транспортом. У нас будет немножко урбанистики и архитектуры. Вы на канале блогера фотографа. Я Игорь Абросин. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк прямо сейчас, а в конце у вас будет возможность написать свое мнение в комментариях. А мы начинаем. А начнем мы с моей относительно новой рубрики «Режим Варламова». Это улица 50 лет октября с ее чудесной велодорожкой, которая сконструирована по всем антистандартам конструирования велодорожек. Она здесь по факту не сконструирована, а просто нарисована на тротуаре. Из-за того, что здесь нет физического разделения, всем пешеходам, в том числе и мамам с колясками, абсолютно плевать на эту велодорожку. И они с удовольствием будут мешать велосипедистам по ней ехать. Ну и, конечно же, в лучших традициях проектирования российской велоинфраструктуры эта велодорожка нелепым образом обрывается. Например, здесь он упирается в забор. Режим Ильи Варламова. Чем болтать, вышел бы, да и сделал бы все своими руками. Итак, господа, мы сегодня в Уфе, столице Башкирии, как я уже говорил, а это неподражаемый великолепный автобус-мастер, который будет сегодня нашим путеводителем, так как он здесь все хорошо знает. Расскажи нам, дружище, что здесь есть интересного из транспорта, какие здесь есть ЛиАЗа 677, и сколько здесь Икарусов, и сколько здесь ЗИУ-10 гармошек? 0. Абсолютный 0. Какая жалость. В Башкирии водятся автобусы только марки Нефас и больше ничего иного. Здесь даже пазики больше не водятся в маршрутном движении. Что? В России появился город, в котором избавились от маршрутных пазиков? Да, полностью. Здесь больше ни одного нет. Если раньше на одном только проспекте, на любой остановке их могло быть там штук 7 стать в ряд, теперь 0. Эти маленькие ужасные автобусы для деревень, которые заполонили российские города, теперь это редкость. Господи, как я был неправ, когда игнорировал и не фоткал эти милые автобусы, которые так похожи на ЛиАЗа 677 своими занавесочками и двигателем, который находится справа от водителя, куда он кладет свои копеечки. Еще одна важная особенность Уфы. Проезд по Сипайлово и проезд по всему городу. Это две большие разницы. По Сипайлово можно кататься за 20 рублей внутри района, а в городе общий тариф 33. Ну что же, как видите, у нас сегодня будет очень интересный, насыщенный день. Мы посмотрим на такие вещи, как троллейбус «Горожанин», немецкий трамвай «Татра», а также на последние новые трамваи, которые закупались в Уфе, КТМ-8, потому что после них массовых закупок, как я уже говорил, не было. Архитектурные достопримечательности Уфы. Концертный зал Башкортостан. Красивое старое здание номер 31 на фоне уродских многоэтажек. Красивое старое здание номер 316, изуродованное не очень клевыми вывесками. Гостиница Башкирия. Красивое деревянное здание номер 97, которое, видимо, предназначено под снос. Фонтан 7 девушек. Еще один архитектурный шедевр, достойный выпусков Ильи Варламова. Историческое здание, поглощенное современным стеклянным новоделом. А это улица Мустая Карима. Здесь есть действительно красивая архитектура и довольно клевое общественное пространство. Полюбуйтесь на эти очаровательные лавочки, на эти крутые старые здания или на эти потрясающие круглые деревья. Башкирский государственный театр оперы и балета. На данный момент самое крутое здание, которое мне удалось отыскать. Еще один символ Уфы – это три шурупа. Название города написано на башкирском языке. Еще одна особенность Уфы заключается в том, что большинство надписей здесь написаны на двух языках – на русском и на башкирском. Мы находимся на мусульманском кладбище. Да-да, на кладбище. А что мы здесь делаем?
созерцаем прекрасный вид на железнодорожный мост через реку Белая, на Демский район, в общем, на окрестности Уфы. Так а как нам поезда-то снимать? Они заварили калитку. Дело в том, что через кладбище нужно было пройти, чтобы выйти к крутой точке съемки, с которой фотографировать поезда на этом чудесном мосту через реку Белая. Но, к сожалению, здесь внезапно оказалась заварена калитка, и теперь нам ничего не остается, кроме как смотреть на красивые поезда через забор. Это как в той шутке про 2 стула, только здесь забор и 1. А это типичный обитатель российских парков и других зон отдыха, паровозик со странными фигурками на крыше, а также со странным лицом. Неужели для детей нельзя было сконструировать паровозик, который похож на просто паровозик? Например, на П-36. Или что, дети не захотят кататься на просто паровозике? Мы находимся у памятника Салавату Юлаеву. Он был открыт 17 ноября 1967 года. Сам же Салават Юлаев знаменит тем, что он являлся участником крестьянского Пугачевского восстания 1773-1775 годов. Национальный герой Башкирии. Общественный транспорт Уфы из себя представляет классический троллейбус, автобус, трамвай. Трамвай в Уфе деградирует, разлагается, и процесс этот идет очень давно. Краеугольным камнем в этом процессе разложения стало снятие центральной линии по проспекту Октября. Центральной для связи 2 систем, потому что сейчас есть 2 независимые системы. В Черниковке и в центре. После этого, естественно, сократилось количество маршрутов колоссально, а в лучшие годы в Уфе было 24 трамвайных маршрута и 3 трамвайных депо. Сейчас 2 депо. В одном депо эксплуатируется преимущественно КТМ-8, в центральной части, вот здесь, в депо имени Зорина, а в Черниковке, во 2-м трамвайном депо, эксплуатируется преимущественно трамваи Татра Т3 СУ, Т3Д и Т6Б5. На всю сеть Черниковки существует, по сути, всего один маршрут номер 8. Он колоссален по своей длине, люди им, кстати, пользуются, но инфраструктура и вагоны оставляют желать лучшего. Впрочем, это касается и центральной части. Здесь все то же самое. Старые убитые КТМы по старым убитым рельсам. Лет 10 назад сюда купили некоторое количество КТМов 23-х. И что с ними стало? На этих путях они развалились, их просто убили, понимаете? В лучших традициях российских городов мы закупим новые красивые трамваи для вида, чтобы все подумали, что мы занимаемся транспортом, но забудем поменять рельсы. И наши новые красивые трамваи превратятся в тыкву уже через пару-тройку лет эксплуатации. С троллейбусами ситуация не сильно лучше. В Уфе в свое время был открыт Башкирский троллейбусный завод, который уже давно закрылся. На его костях, да, открылся Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, который, как и БТЗ, преимущественно для нужд республики, выпускает малыми партиями троллейбусы. Так вот, как я уже сказал, с троллейбусами здесь тоже очень интересная ситуация. Есть 2 троллейбусных депо, есть достаточно обширная сеть контактной сети, но почти нет маршрутов. В Черниковке 9, 10 и 15 маршруты. И еще можно частично на проспекте Октября встретить 13, 16 и крайне редко ходящий 22. Если подводить итог, то троллейбусная система Уфы – это примерное отражение всех троллейбусных систем России. Разрозненные маршруты, которые не менялись с советских времен, со старым подвижным составом. Ну давайте же посмотрим, как обстоят дела с трамвайной инфраструктурой в Уфе. За моей спиной трамвайная остановка. Ничего нового. Обычные листы железа с крышей из сотового полиуретана. Примерно такие же ставят для того, чтобы огораживать мусорные баки во дворах. Ну и, конечно же, состояние трамвайных путей. Типичное для любого российского города. Чуть получше, чем в Саратове, но все же есть над чем поработать. До Екатеринбурга явно не дотягивает. Как видите, трамваи здесь ездят почти что по-саратовски. Может быть, на пару километров в час быстрее. Но оно неудивительно при таком состоянии путей. За моей спиной один из самых распространенных трамвайных вагонов Уфы. 71608К или просто КТМ-8К. Дело в том, что я сам из Москвы, а у нас в Москве такие трамваи ходили до 2013 года. Но я проездил на них все детство.
Поэтому эти старые огромные квадратные гробы мне немножко милы. Я люблю их, у меня с ними связаны приятные воспоминания. Посмотрите вы на это чудо техники. Конечно, эти вагоны морально устарели. Но, как и в случае с Саратовом, здесь просто-напросто никто ими не занимается. Трамвай КТМ-23. Их еще называют морковками. Смотрим. Это самый новый трамвай, который есть в Уфе. Правда, их всего 4 штуки. Все они поступили сюда в 2012 году. После этого новые вагоны в Уфу так и не поставлялись. Как я уже сказал, массовая закупка была в 1993 году, когда сюда пришли вагоны КТМ-8. Режим Ильи Варламова. Как вы уже догадались, в Уфе, как и во многих других российских городах, есть проблемы с пешеходной инфраструктурой. Например, я бы не стал очень много гулять здесь с детской коляской по причине вот этих вот потрясающих ступенек по всему городу. Ну и, естественно, здесь полно непонятно зачем установленных вот таких вот заборов. Конечно, до Санкт-Петербурга, заборной столицы России, пока не дотягивает, но все еще заборов здесь как-то чрезмерно много. Ну и, к сожалению, здесь много разбитых дорог, по которым плохо ездить как трамваем, так и автомобилем. Режим Ильи Варламова. Сначала сам что-нибудь сделай, а потом критикуй. Мы стоим на улице Свердлова и ждем трамвай КТМ-23, который я вам только что показал, чтобы его сфотографировать в этом месте. Однако он куда-то пропал, и вместо 15 минут оборачивается уже целых полчаса. В этой связи мне вспоминается одна история. Когда ты хочешь снять трамвай. Когда ты не хочешь заснять трамвай. Да, они всегда так такое. Дружище, где там наши трамваи? Скоро они приедут, посмотри в приложение. 0. В смысле 0? Они что, исчезли с радара? 5-й трамвай 0. Вообще 16-й 0. Все. Нет трамваев. Вот таким интересным образом работают трамваи в Уфе. Захотел сфотографировать, изволь подождать пару часов, пока он проедет. При таких интервалах неудивительно, что они возят одного только кондуктора. Коротко о состоянии трамвайных путей в Уфе. А это был наш знаком. А пока мы ждем автобус 290, чтобы отправиться в Черниковку и сфотографировать трамваи Татра различных модификаций, нужно отметить, что мы сегодня успешно сделали. Так, упереться в заваленный забор на мусульманском кладбище. Да! Сделано. Не дождаться ни одного трамвая в красивом месте съемки. Да! Сделали, да? Отлично, мы красавцы. Осталось упустить 290 автобус, что, кстати, мы уже сделали. Да! И проворонить все Татры. Продолжим. А вот еще одна потрясающая советская достопримечательность Уфы – городской дворец культуры с потрясающей мозаикой, на которой изображен Ленин и его товарищи. Это невероятно крутое здание, открыто в 1982 году. Ну и, конечно же, в местных традициях надпись продублирована на башкирском языке. Куда ты ведешь нас, Сусанин герой? Короче, идем мы по улице Блюхера на баяннейший перегон Черниковка-Уфа. Расскажи непосвященным зрителям, что такое баянить. Баянить — это долбить на одном и том же месте все, что ты не знаешь. Расскажи непосвященным зрителям более понятным языком. Вряд ли моя теща поймет, что такое долбить. Баян — это место, где снимало много фотографов или один фотограф в одном и том же месте. То есть можно забаять как целый перегон, так и одну конкретную точку. Баянистом может быть один конкретно взятый человек, так и в целом какая-то местность. В данном случае Уфа Черниковка, и конкретно если взять участок от 1629 километра до Воронок, это наш локальный баян. Местный железнодорожно-фотографический фольклор. Если более коротко перевести на русский язык то, что он сказал, баян — это место съемки, в котором снимают много людей и делают одинаковые кадры. А баянист — это человек, который любит делать в одном и том же месте кучу одинаковых кадров. И вот мы с ним идем на этот баянный перегон, чтобы сделать незаурядные фотографии поездов, точно такие же, какие мы делали с ним году так в 2012-м. Ну а мы спускаемся к путям по этой довольно страшной лестнице, чтобы сфотографировать местный поезд «Ласточка». Безобразие, никакого благоустройства для железнодорожных фотографов. Я падаю прямо сейчас у вас на глазах. Черт с два, я ухватился за ветку.
Безобразие. Никакого благоустройства для железнодорожных фотографов. Даже не сделали лестницу к путям, чтобы можно было выходить и фотографировать паровозики. Горный ручей, прям как в Абхазии. Это почти что Сочи, только не Сочи. Проделав довольно нелегкий путь, в составе которого была маршрутка, железная лестница, красивый парк и опасная тропинка, мы наконец вышли на перегон Черниковка-Уфа в районе 1629 километра. Это, так скажем, местный баян. То есть объект, на который очень часто приезжают люди и фотографируют одни и те же поезда с одинаковых ракурсов. Какие же локомотивы встречаются здесь? Во-первых, конечно же, 2С6, который я полюбил еще с Новосибирска. Видео про Новосибирск можно посмотреть вот здесь. Также ВЛ-10, ВЛ-10У, ВЛ-10К, которые, честно говоря, тоже не очень-то интересные локомотивы, потому что их все еще довольно много, они есть в Москве. Но я бы их сфотографировал с большим удовольствием. А первый поезд на сегодня – это грузовой с электровозом 2С6, самым скучным локомотивом российских железных дорог. Дело в том, что их построено 1260 штук, если не больше, и все они абсолютно не отличаются друг от друга. Если раньше они хотя бы были разных цветов, то сейчас им всем провели капитальные ремонты, и они все покрашены в РЖДшный корпоратив. Поэтому нет никакого удовольствия в том, чтобы их фотографировать где бы то ни было. Что в Москве, что в Новосибирске, что здесь, они будут абсолютно одинаковыми. Стоит, правда, отметить 2С6001, который каким-то чудесным образом с момента постройки сохранил заводскую окраску. Бело-сине-красную и почему-то надпись «Единая Россия». Он работает в Екатеринбурге с местными грузовыми. А сейчас мы ждем пригородную электричку «Ласточка», которая выполняет рейс Иглино-Дема. Пригородный поезд вместо обычной электрички. Следующим номером в нашей программе пассажирский поезд с сообщением Махачкала-Тюмень. Поезд совершенно не отличается от всех остальных российских поездов. Такие же красно-серые вагоны с красно-серым локомотивом ВДВК. Очень интересно. ЭП-2К – это электровоз постоянного тока, выпускающийся с 2008 года в городе Коломна. Построено их 447 штук. А данный экземпляр номер 328 2016 года выпуска. Ой, а вы что, все еще здесь? А мы вот сидим и ждем грузовой поезд, который должен был проехать после «Ласточки», но вот уже 40 минут ничего не едет. Так, что у нас там сделано? Нужно поставить метки. Так, упереться в заваренную калитку на мусульманском кладбище и не снять красивые кадры с мостом. Есть. Не дождаться трамвая в красивом месте в городе. Есть. Опоздать на 290 автобус. Есть. Обломаться и не дождаться грузового поезда в красивом месте на перегоне. Есть. Да, сколько не сделано. А сколько еще предстоит не сделать? Пойдем на висячий камень. На висячий камень? Конечно, пойдем скорее. Я обожаю висячие камни. Спускайся быстрее, мне не терпится увидеть висячий камень, быстрее. Подожди, а чем мы спустились? По-моему, все-таки поезд поехал, я слышу характерный шум. Вот и всегда так, только стоит уйти с насиженного места, так сразу же что-то появляется. Придется возвращаться обратно на эту гору. Ну что, как тебе 2С6? Правда, очень интересно. Он не такой, как другие. Ты что, не видишь разницы? Вот это и есть висячий камень. Туристический объект в Уфе, представляющий собой отвесную скалу, возвышающуюся над рекой Бела. Очаровательное место. Отсюда открывается потрясающий вид на саму реку, на Уфу и вообще на просторы Башкирии. Лично у меня дух захватывает при взгляде вниз. А это, друзья, трамвайная улица. Еще одна транспортная визитная карточка Уфы, знаменитая своим очаровательным профилем. Посмотрите, какая она длинная и изогнутая, как она спускается, а потом поднимается.
Но главная особенность трамвайной улицы заключается в том, что трамваев здесь в принципе практически нет. Они ходят раз в минут в 20, прямо как в Саратове. Ну, может быть, чуть-чуть лучше. Да и рельсы здесь не такие убитые. Даже сейчас за моей спиной видно довольно большой участок этой улицы, и при этом ни одного трамвая в поле зрения нет. Вот такая вот она, трамвайная улица. К сожалению, в Уфе большие проблемы с маршрутной сетью. Она не менялась с советских времен и утратила свою актуальность, поэтому трамваями здесь, как собственные троллейбусы, люди пользуются весьма неохотно. Этот трамвай у меня за спиной называется Татра Т3Д. На первый взгляд, ничем не отличается от всех остальных Татр, которые работают в российских городах. Единственное визуальное отличие – это указатель маршрута. Это так называемая узкономерная Татра. Посмотрите, как он выглядит. И вспомните, как этот маршрут-указатель выглядит на обычных трамваях этой серии. Трамваи Татра Т3Д поступили в Уфу из немецкого города Хемниц в начале 2000-х годов, а построены они в 70-е годы. Так что считать эту поставку новыми вагонами, разумеется, не стоит. Таких вагонов сейчас в Уфе 25 штук. В других городах России вы их не встретите. Мы прокатились в вагоне Татра Т3Д и попали на довольно хитрую конечную стадион имени Гастелло. Что хотелось бы сказать про трамвайный вагон? Он сам по себе находится в довольно неплохом состоянии. Покрашен, а внутри у него чистый и опрятный салон. Тем не менее, ехать в нем не так уж приятно, как хотелось бы, а все из-за путей, вследствие которых трамвай гремит как огромная консервная банка. Я говорил уже эту фразу в Саратове и в других городах и готов повторить сейчас. Этот трамвай может стать отличным легкорельсовым быстроходным транспортом, потому что почти все пути, по крайней мере на этой части сети, находятся на выделенных линиях. Замените рельсы, закупите новые вагоны, и у вас будет мини-метро, которым люди будут с удовольствием пользоваться. Правда, с другой стороны, этим же нужно заниматься. А кому это надо? Это же нужно думать, нанимать специалистов. А мы живем в России, и всем здесь, к сожалению, плевать на трамвай. Я надеюсь, что скоро это изменится. Но про эту довольно увлекательную трамвайную конечную вам расскажет автобусный эксперт. Вот так сюрприз. У нас автобусный эксперт уже про трамвай рассказывает. Вещай, дружище. Мы находимся с вами на конечной станции стадиона имени Гастелло. Это некогда большая конечная, рассчитанная на оборот вагонов как со стороны ГДК, откуда мы приехали, так и на оборот вагонов со стороны улицы Интернациональная. Раньше здесь, собственно, и ходил второй маршрут под номером 6. Да-да, второй маршрут под номером 6, потому что в этой сети всего 2 маршрута осталось, а теперь, по-моему, вовсе 1. Очень интересная конечная, здесь достаточно такое хитросплетение путей, здесь есть 2 оборотных кольца и 2 отстойных пути с каждой стороны. Еще один довольно интересный, даже практически уникальный трамвай, который можно встретить в Уфе, это вот этот Татра Т6Б5.МПР. От обычных вагонов Т6Б5, которые есть, например, в Екатеринбурге, о котором я рассказывал в этом видео, этот вагон отличается экстерьером. У него другие фары, а также окраска в стиле чешского города Брно. Эти вагоны 2007 года выпуска, и их всего лишь 4 штуки. Не только в Уфе, но и вообще в России. Так что это местная фишка для транспортного фаната. Смотрим на эту красоту. Иди за трамваем. Ну и также в Уфе, конечно же, есть обычные Татра Т3, как в том же Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах, которые я уже вам показывал в своем блоге.
сожалению, этот вагон более убитый, чем немец. Но это Уфа. Здесь, к сожалению, не за всеми вагонами хорошо следят. Троллейбусный мир Уфы не блещет разнообразием. Почти все троллейбусы здесь представлены продукцией Башкирского троллейбусного завода, который сейчас стал уже Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Вот один из этих троллейбусов, модель БТЗ. Какой у него точный индекс, я лично понятия не имею, эксперты напишут в комментариях. Но тем не менее, это примерно тот же ЗИУ-9, только в более современном кузове. Он с коллекторными двигателями, с высоким уровнем пола, так что, в принципе, он не слишком современный. Однако здесь есть и более крутые модели, например, УТТЗ «Горожанин» в кузове автобуса МАЗ-203 с низким уровнем пола и с увеличенным автономным ходом. Все как мы любим. Режим Ильи Варламова. Видите ли вы за моей спиной трамвайную остановку? Я тоже не вижу, а она есть. Правда, она представляет собой просто наброшенные бетонные плиты, без какой-либо другой инфраструктуры. Ни навеса, ни вывески с номерами маршрутов, ни лавочек, разумеется. Режим Ильи Варламова. А ты свою прическу видел? Хотя в моем случае это не работает. А я напоминаю, что вы смотрите канал Блог ЖД Фотографа. Блог ЖД Фотографа. Стоим около шумных трасс в ожидании автобусов с 2020 года. Кстати, какие же все-таки автобусы есть в Уфе? Кто бы вы думали даст вам ответ на этот вопрос? Конечно же, автобус-мастер. Вам слово, сэр. Ты опять снимаешь смешнявую заставку для моей рубрики? Мне надоело участвовать в этой клоунаде. Я не хочу. Я ушел жрать. Базовым автобусом Уфы является ИФАЗ-5299. В различных модификациях, в различных исполнениях, с разными двигателями, с разными кузовами. Есть высокопольные, полунизкопольные автобусы. Например, вот это ИФАЗ-5299. И вот этот ИФАЗ-5299. И даже это ИФАЗ-5299. Причем вы такое уже знаете. Такие автобусы работают в Москве. Но здесь они имеют переменный уровень пола, отсутствие кондиционеров и USB-зарядок. Все то, к чему привыкли в Москве. Также в городе есть ЛЯЗы-5293, МАЗы-206, ПАЗ Vector Next. Есть еще одна изюминка. ВДЛ НИФАЗ-52998, Транзит. 15-метровый, трехосный, низкопольный, с приветом из 2009 года. Аналогом таких автобусов являются Волжанин 6270.10 и ГАЛАЗ 6228, которые мы с вами могли видеть в фильме про Смоленск. С вами был Автобус Мастер, специально для канала Блог ЖД Фотографа. Подписывайтесь на мой канал, на канал Блог ЖД Фотографа. Всем до встречи и пока! А вот и он, троллейбус УТТЗ 6241.01, как будто бы эти цифры кому-то о чем-то говорят, «Горожанин». Современный троллейбус в кузове белорусского автобуса МАЗ-203. Такие троллейбусы строятся с 2020 года, правда, в Уфе их всего лишь 10 штук. Эти троллейбусы также есть в 7 других российских городах. Они имеют полностью низкий уровень пола, USB-розетки, а также запас автономного хода до 30 км. То есть эти троллейбусы можно использовать на новых маршрутах, чтобы осваивать новые районы, где еще нет контактной сети. Вот такой вот очаровательный троллейбус есть в Уфе. А я напоминаю, что и в Москве могли быть такие троллейбусы. Но вместо этого, как я уже говорил, у нас расчудесные электробусы, которые не привязаны к контактной сети, зато привязаны к зарядным станциям. Вспомните конечную на Киевском вокзале. Но это уже другая история. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мое видео про электробусы, которое я, правда, еще не начал снимать. Дорогие друзья, а это была Уфа. Огромный город в 2 часах лета от Москвы, где деградирует система городского наземного транспорта. Трамвайная сеть разорвана на 2 куска, которые не могут существовать друг без друга. Трамвайные вагоны превращаются в тыквы, а рельсы в труху. И если так будет продолжаться, то скоро здесь в лучшем случае настанет Саратов, а в худшем Курск. И только восстановление трамвайной линии по проспекту Октября, которая соединила бы 2 разорванные сети, могло бы вдохнуть в новую жизнь в эту систему. Потому что иначе, по-моему, она не имеет никакого смысла.
Что касается троллейбусов, то да, здесь обновляется подвижной состав, но при этом никто не занимается опять-таки инфраструктурой, то есть контактной сетью. Плюс и дороги здесь не очень хорошего качества. Но что касается автобусов, то это единственный вид транспорта, который находится в адекватном состоянии. Они прогнали отсюда все противные маршрутки ПАЗ-3205 и обновляют подвижной состав. Тем не менее, город, в котором не развивают электрический транспорт, по моему мнению, обречен превратиться через какое-то время в большую деревню. А вы что, досмотрели до этого места? Значит, вам понравилось. Скорее, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А у меня на сегодня все. С вами был Игорь Абросимов и блог ЖД Фотографа. Смотрите вот эти прекрасные видосы и до скорой встречи. Пока!